Иногда нужно быть смелее. Я иду. Маленькое домашнее цунами явилось. А знаете, что получится, если побить? Что? Такие вот легкие движения. Да, очень нежно. Да не нужно терпения, нужна любовь. Я говорю, ну как брюки с брюками жениться будут? Это все вообще ерунда, потому что я тебя люблю, и все. Все зависит от нас. Ну, ничего страшного. Грязно. Раз. Хоп! Раз, помогай. Раз, два, три, четыре. Шагаем. 3, 4. Раз. Нин, вы не первая героиня нашего проекта, у которой вот этот загадочный диагноз инсульт спинного мозга привнес в жизнь инвалидность. Что это такое? Можно ли это предвосхитить? Или это что-то, что вот совершенно неожиданно может войти в жизнь человека и перевернуть ее с ног на голову? Ну, наверное, случайностей не бывает, они как-то приходят. Если не случится, то и нечего предвосхищать. То, что со мной случилось, это было уже в 86-м году. Вам было 12 лет? Да, мне было 12 лет. И сейчас медицина ушла настолько вперед, что сейчас люди перенесли инсульт, и если они быстро попадают в реанимацию и получают хорошее лечение, то у них же не остается и следа. Они продолжают говорить, ходить. В зависимости, конечно, от поражения. В вашем случае это привело к параличу ног, да? Да. Какое-то время и сидеть не могла, вот. Потом сначала села, потом уже где-то через год я уже начала ходить на костылях. И по большому счету с тех пор больших прогрессов уже не было. Готов, парень? Резинки разноцветные. Нормально. Держу. Ай, молодец. Раз, оп, ну раз. Нин, каждая тренировка начинается с разминки, причем не спортсмена, а лошади. Да, потому что у нас пара, мы должны оба быть спортсменами. И лошадь-спортсмен должна быть в форме, и у нее свои медкомиссии, и свои прививки. И допинг берут у того и у другого. Причем у лошадей даже чаще, чем у людей. То есть и вашего партнера лошадь тоже могут дисквалифицировать, если Абсолютно. анализы покажут Да. что-то То есть не если то, ты не какие-то той мазью стимуляторы. намазал, которая была Ничего себе. запрещенная, ты просто как-то не подумала, она здесь ножку потянула, ты вроде как чуть-чуть помажешь, и все. Угу. Поэтому вообще ничего. Или как корм чужой. Ну, в общем, весь этот ужас допинга. Первый старт – это выводка лошадей. То есть человек здесь не выступает. Выступает только лошадь. И лошадь должна пройти, пробежаться, повернуть, вернуться. И вот на этом моменте твои соревнования могут закончиться. То есть ты можешь переехать через всю планету, приехать вместе с лошадью. И на этом наши соревнования могут просто завершиться. Я, конечно, хотела быть балериной, а потом преподавателем хореографии. Но когда это не сложилось, и я столкнулась с медициной, то я захотела быть врачом. И много куда пыталась подать документы, они не принимали. Почему? А на каком основании? И правомерно ли это?
Ну, это было еще такое время, там, 91 год. В университете я хотела быть микробиологом, но нужно было закончить факультет биолого-почвенный. Они говорят, а как вы у нас практику будете в полях проходить? Вот. Потом медицинский. Хочу поступить. Они говорят, ну как ты будешь здесь учиться? А в мой институт у меня врач и пришла со справкой со своей, опять же, к врачу. Там такая женщина колоритная, с беломориной. На приеме с Да. Беломориной? Ну, прямо такая вот хрипучим голосом. Говорит, что, никуда не берут? Я говорю, нет, а я возьму. Ну вот, кто-то идет не по правилам, ну, может быть, и спасибо им большое. Потому что у всех в каких-то рамках, но иногда нужно быть смелее этих рамок правил, и тогда, тогда что-то получается. Что это за реквизит такой? Это мои ножки. А мы можем их расчехлить? Да, конечно. Очень смешно, когда в аэропорту там гибкие хлыстики, и ты одеваешь это на себя, проходишь в аэропорту, все время выглядит как ружье. Хлыст – это главный инструмент управления лошадью? Главное, это голова лошади. Что вы имеете в виду? И если она не согласится, то никакие хлыстики, никакие там еще какие-нибудь штучки. В понимании такого обывателя хлыст – это то, чем хлещут, бьют и так далее. А в этом спорте лошадь подвергается избиениям? А знаете, что получится, если побить? Что? Кобыла обидится, надуется. Потом можешь хоть хлыст сломать, она все равно ничего не будет делать. То есть это бессмысленное занятие. Тогда вот это что, дань традиции? Нет, это моя нога, потому что обе ноги, поэтому два. Вы подаете мягко, но нежно то есть команду. я должна вместо ноги, то есть мы сейчас идем направо или мы идем налево. И, пожалуйста, подведи заднюю правую ногу, заднюю левую ногу. Сейчас надо согнуться. Ну вот это такие вот легкие движения. Да, очень нежно. Иногда как-то так вот притупляется и не хочет слышать. И как бы тут возникает проблема, что надо настоять. Вот. Ну, настаивать приходится через голову. А как настаивать через голову? Как вот управлять? Сбрасываешь свою команду и начинаю снова подбирать поводья, и начинаю снова высказывать свое пожелание. Это все время переговоры, договоры. Судьи будут писать тебе лучший результат. Это лошадь довольна. Довольная лошадь. Она должна быть. Они смотрят за этим в первую очередь. А как лошадь показывает? Она показывает, как она недовольна. Она там может высунуть язык, хвостом начать топить. Просто не отзывается на команды. Широко. Да, хорошо. Отлично. Коридор. Приосанила лошадку и двигаемся вместе с лошадью. Глазки поднимаем. Едем к солнышку. Действительно браво. Только еще ближе ручки. На одной высоте. На одной. Контакт. Молодец. Хорошо. И направо так же, как налево. Должно быть ровно.
Очень хорошо. И похвалить надо лошадь. Очень хорошо. Молодцы. Специальность провизор – это был компромисс или все-таки Это было рядом с биологией. Мне было так безумно интересно учиться. Мне каждый день было просто интересно. А по специальности работали? Я все время работаю по специальности, да. Всю жизнь? Это сколько лет? Ну вот я в Сколько стаж 98-м уже? закончила. Угу. Очень трудно было найти работу. Ну, сначала меня устроили по знакомству. Никогда нельзя этого делать. Почему? Потому что знакомый не специалист в этой области, и я попала в больничную аптеку, где у меня были 20-литровые канистры с перекисью, надо было приготовить, физрастворы, нужно было их закрутить. Оттуда сбежала, поняла, что мне надо как-то телефон, компьютер и вот это вот мое. Так и проработала. 16 лет на государственной справке. Сейчас вы работаете в гомеопатической аптеке. Как вы попали в загадочный мир гомеопатии? Я 2,5 года я не работала. Потом посмотрела фильм «Форс-мажоры». Ну, сериал такой. Угу. Ник Соркин. Харви Спектор, очень приятно. К сожалению, мы берем только после Гарварда. И они там со своим гарвардским дипломом, у них Гарвард. Я думаю, у меня химфарм, он валяется в тумбочке. И достали пошла диплом из работать. тумбочки. Но почему Провизор. гомеопатия? И мне это нравится. Чем? Нравится то, что это лавка чудес. Горошки от насморка, горошки от кашля, горошки еще от чего-то. То, что тебя беспокоит, у нас уже есть на это горошки. Вы колдуете непосредственно над этими Мы самыми делаем разведение, горошками. которое нужно протрясти 1000 раз, и получается 1000-е разведение. Есть врачи, которые любят назначать какие-то разведения так, чтобы было 30, 200, 1000 и 10 тысяч. И вот мы сидишь и трясешь. Самый поразивший факт после того, как вы погрузились в мир гомеопатии. Когда я сама дошла до врача, она мне рассказала мои диагнозы, которые у меня были, как будто бы она посмотрела УЗИ. И назначила горошки. Ну, я стала есть эти горошки. И то, с чем была проблема в течение всей моей жизни, потому что это конституцию, вроде как организм же нельзя изменить свой, а оно корректирует. И организм начинает работать правильно. Чем паралимпийская выездка отличается от выездки для людей без инвалидности? Мы занимаемся паралимпийской выездкой, потому что это наш уровень способности, наш уровень возможности физической. Соответственно, мы не можем делать элементы и даже не имеем права делать элементы большой выездки. На первом месте это благополучие лошади. Это самое главное правило. Соответственно, если человек не может физически выполнять определенные вещи, то ему и непозволительно так воздействовать на лошадь, которой ты не можешь оказать физического воздействия. А принцип оценки лошади по сути такой же. И судьи те же. А лошади, их как-то готовят для выступления именно с людьми с инвалидностью в качестве всадников? Или, не знаю, по характеру отбирают? Да. Тут самое главное – это характер. И Поспокойнее? Это должна быть очень умная лошадь. Спокойная лошадь, которая тихонечко пройдет, она и оценки получит такие маленькие. То есть нужно, чтобы это была и активная лошадь, и спортивная, но и чтобы она согласилась на этого всадника. Не все лошади могут согласиться. На старт приглашается Ануфриева Нина на лошади подвижки эластика, оздоровительный конный центр «Солнечный остров».
когда сидит всадник с ДЦП, и он делает лишние движения, которые он не может остановить. Это такое заболевание. И лошадь приучают к тому, что ее просто договариваются с ней, что она не должна реагировать на это лишнее движение. И эти всадники показывают чудеса, потому что они едут против всех правил выездки. С какими нарушениями можно прийти в этот спорт? Здесь может быть нарушение ног, то есть без ног лошадь даст тебе ноги. Выступают всадники без рук, и это твои руки. Выступают всадники, которые ничего не видят. Подстраивается лошадь, у нее главное — это ее голова, ее душа, и то, что она соглашается делать, это самое мощное. Я всегда благодарна всем своим лошадям. А ощущения от первого раза помните? Да. Какие они были? Я иду, и я еще и на высоте на такой. Но самое ужасное, самое смешное — это первая рысь. Это ни с чем не сравнимо, потому что... Страшно? Нет, ты превращаешься в такой мешок картошки, который бабуж-лыжный на тобой просто трясется. Это ужасно. Вы с такой любовью говорите и уважением о лошадях, о тренерах, коллегах, но при этом все время повторяете: у меня невыносимый характер. Пока вот в интервью сложно это представить и предположить, в чем его сложность. Зануда я. Зануда? Ну да. В чем это выражается? Ну давайте, ну еще. Вот это прямо зануда. Или я прихожу домой к родителям, говорю, что маленькое домашнее цунами явилось. Потому что все. Что вы сидите дома? Пошли. Надо же идти в парк, надо же идти в музей, надо идти в театр. Я прихожу, и я разрушаю спокойствие. Всем спокойно, хорошо, тихонечко. Мужу очень тяжело. Опять ты меня будешь вытаскивать. Нина, с мужем познакомились на форуме, интернет-форуме, потом просто решили собраться вместе всей компанией. Он не приехал. Как же вы с ним познакомились вживую? Когда произошла первая встреча? И мне кажется, что я придумала такую прямо ловушку. Мы друг друга не знали, не видели. У него суслик, у меня лошадка. Что такое у него суслик? Это сейчас аватарки, там свои лица стоят. А у нас аватарки были суслик с лошадкой. Так, и какую ловушку лошадка придумала для суслика, чтобы вытащить? Друзья мне подарили свою машину. Они мне просто дали. Говорят, езди. И у меня появилась АК моих друзей. И в эту АКУ я стала собирать разных инвалидов. Это называлось «Клуб активного досуга «Розовый слон». И с этими слонами мы ездили кататься на корабликах, куда-то на озера. В общем, куда нас только не занесло. В общем, так удалось вытащить суслика навстречу? Нет, он не хотел. То есть у него было всегда отговорки, у меня всегда работа, еще что-то. 2 года, никакого ответа. И вот вы встретились. Да, и вот мы встретились и больше не расставались. Как дело дошло до свадьбы? И чье это было решение, предложение? Я говорила, что всем все можно, а вот мне Бог не разрешает, мне не положено. Важное место в вашей жизни занимает религия, православие. Что вам дала вера в жизнь? Все.
Ну, все. Прямо мне легко общаться с людьми, мне нравятся люди. И мне не Вы нужно... думаете, это вера? Мне нужно... Вы нет, сама да. по себе открытый человек. Нет, очень, очень приятно, когда ты не раздражаешься. Каждый раз, проходя исповедь, причастие, ты немножко меняешься. У тебя появляется какое-то такое спокойствие. На самом деле ты принимаешь людей такими, как они есть. Изначально, вот пьяный человек, он ужасный, он же отвратительный, он же вот просто невыносимый. Ну зачем же он пьет? Ну зачем? Вот. Но ты как-то становишься не то что индифферентный, или ты говоришь не о том, что какой, зачем же он такой. Думаешь, Господи, помоги ему дойти до дома. Это неизвестный какой-то человек. И муж говорит, ты хоть бы посуду побила или еще что-нибудь. Не знаю, ты не взрываешься. И это приходит все больше и больше. Нужно что-то говорить? Можете сказать Про что-нибудь? Мы записались просто на регистрацию, безо всякой свадьбы. А родственники сказали, как это? Как это без нас? Да, мы приехали на регистрацию не торжественно. Они говорят, давайте расписывайтесь. Я говорю, извините, у нас там 30 гостей. Тогда вошли в зал. Что запомнилось больше всего? Я просто была тамадой, как швеей на платье, водителем машины. В общем, в день свадьбы все на вас держалось, да? Просто я не рискнула кого-то приглашать. Платье вы тоже полностью до сами сшили? Да. Родители меня, наверное, уже пожалели, что купили швейную машинку. Почему? Вот. Мама говорила, ничего, так можно же брючки одеть, и приличный костюм оденься, приличный. Говорю, как брюки с брюками жениться будут. Секрет счастливого брака, по-вашему? Я когда бывает у кого-то свадьбы, и все начинают там тосты говорить, говорят, терпение вам, будьте терпеливы. Да не нужно терпение, нужна любовь. А любовь, она уже из любви, из чувства любви терпеть не нужно. Что бы ни случилось, что бы там ни размазалось, ни с прической, ни с обедом, ни там еще с чем-нибудь. Это все вообще ерунда, потому что я тебя люблю, и все. А вот у вас, как у верующего человека, какова версия, почему Бог посылает кому-то испытания в виде тяжелых событий в жизни, непростых болезней? Для познания себя. Мы все должны что-то пройти, какие-то уроки, чему-то научиться. У вас в жизни есть что-то, про что вы можете сказать, вот этот урок я точно прошла, выучила и выводы сделала? У нас ситуация повторяется, когда урок проходишь и неправильно. Если ты попал в коллектив, а там вообще все какие-то люди, как с ними работать, и невозможно. Ты можешь поменять коллектив, уволиться. Странное дело. Приходишь в другое место, опять то же самое. Ситуация повторяется, пока ты сам не меняешься. Поэтому, когда мне начинают говорить, что я хочу уволиться, потому что у нас такой вообще коллектив, я говорю, увольняться нужно тогда, когда ты со всеми помиришься. Вот со всеми. А что зависит в жизни полностью от вас? Про что вы понимаете, что здесь ни поход к батюшке не поможет, ничей недобрый совет?
А вот полностью зависит от вас. Все зависит от нас. И самое главное в нашей жизни – это слово, которое мы говорим. У Бога, например, у него нет сценария тебя погубить или тебя наказать, и еще тебя наказать. Вот. Каждое твое действие, ты просто поступил иначе, правильно поступил, и эта ситуация тут же меняется. То есть тебе уже следующий шаг тебе не нужен. Вы принимаете людей, которые далеки от церкви? Да, конечно. Муж разделяет ваши интересы? Ходит с вами в церковь, на праздники? Ну, ты иди. Ну, ничего страшного. Главное в жизни семья. Да. Это вы говорите. Главное — творить добро. И тебе нужно все время найти, искать этот объект, кому ты будешь творить добро. А семья — это самое легкое. Это то, кому нужно творить добро. Твори добро в своей семье. Сейчас есть желание искать новые двери? Надо что-то делать, куда-то двигаться, но я вот сейчас что-то как-то не очень понимаю. То есть, несмотря на профессиональный спорт, работу, семья, есть потребность еще что-то, новую цель какую-то придумать? Да, ну должна быть цель. А зачем? Потому что если тебя нет, от тебя Бог что-то ждет, для чего-то же Он тебя здесь держит, а значит, ты должен открыть все свои таланты, которые у тебя есть. И ты их должен реализовать, потому что на таланты приходят новые таланты, на открытые таланты приходят новые таланты. И нужно их реализовывать.